Хорошо, привет всем, добро пожаловать в College Russian. Сегодня со мной мой дорогой студент Илья. Вы, наверное, уже его знаете. И у нас сегодня такая тема, вот такое маленькое слово, которое нас очень мучает. Это слово «который». Okay, so very difficult word for us in English. It translates in a lot of different ways, and you really can't survive in Russian without it. You can. You'll just sound like a caveman if you try and speak without который. So we're going to help Ilya today to speak more sophisticatedly using this word который. Окей, хорошо. Вот у нас маленькая разминка. Вот. So we have this game in America called Heads Up. And you have, like, on your phone, you're going to have this, like, word. And you put it up on your head. You don't know what's on your head. And the person in front of you tries to describe what word they're looking at, right? So here's an example. Tupac Shakur. The person looking at this, you don't know what this is, but the person is trying to help you guess what's on your forehead. So Eli and I are going to do this, but we're going to do it in Russian. And it's really he's going to need the word который. I think it's going to be hard to do it without it. Okay. So these are some of the topics. Вот наши темы. Например, американские президенты, города мира, предметы на кухне, да, вот, то есть вещи или предметы на кухне, важные моменты в истории или музыканты. Okay? Хорошо. I'll go first. Okay? So I'm going to try and describe one of these types of things, and you got to try and guess who I'm talking about. Okay. Вот. Это была война, на которой воевала север Америки с югом Америки. То есть северные штаты воевали против южных штатов. Это какая война? Война, на которой северные штаты воевали с южными штатами. Американская гражданская война, да? Да, это американская гражданская война. По-английски будет American Civil War. Окей, теперь твоя очередь. Я так готов. Ага, Хорошо. Так, Это человек, хорошо? так, хорошо. Он был нашим первым президентом с полной бородой. Так, хорошо. И на самом деле он был первым президентом, которого сфотографировали. Которого фотографировали. Да. Во время его гражданский. Как это слово? Не забыл. Сейчас. Инаугурация. Да, и также на этой фотографии был на этой фотографии с ним был человек, который убил его. Окей, хорошо. Тогда это Абрахам Линкольн. Да, точно. Я не знала, что он был первый президент, которого фотографировали. Интересно. Во время его инаугурации. Да, это очень трудное слово. Да. Так, окей, хорошо. Теперь моя очередь. Окей, хорошо. Это предмет, которым, например, мы едим суп, без которого очень трудно есть суп. Ложка, да, молодец, очень хорошо. Окей, теперь твоя очередь. Хорошо, это надо сказать эту тему или просто без темы? Да, без тем, потому что ты будешь использовать слово «который», и потом все станет ясно мне. Давай, это очень популярный город, о котором много, как сказать, много поют певцов. Понятно? Певцов? Нет, это что такое? Это как человек, который поет. Это город, в котором много Да, это очень популярный город, о котором много певцов поют. О котором, да. Например, Фрэнк Синатра пел? Да. Окей, хорошо, тогда это Нью-Йорк. Ага, да, точно. Хотя он также пел Чикаго. Тоже. Он также? Он не знал это.
Окей, хорошо. Вот, теперь. Это... Окей, это американский президент, за которого многие консервативные люди голосовали в 2016 году. Трамп. Да, очень хорошо, Дональд Трамп. Окей, очень хорошо. Теперь твоя очередь. Это наш последний раунд. Хорошо, это предметы. Это очень, очень важно использовать, особенно с горячей едой. Горячей едой. Но как еще? Это полезный, кухонный, без которой ваши руки ожгубают. Ожгубают. Окей. Я не знаю, как это называется по-русски, но я просто сама использую полотенце. Полотенце, но просто это называется приватки. Интересно, очень интересно. Так, я даже этого не знала, как это будет по-русски. И я сама использую полотенце, чтобы... О, серьезно? Ага. Так, Вот. чтобы вытащить что-нибудь из духовки. Так, окей, очень хорошо. Теперь, so let's look at some of those example sentences. You read my mind, кстати, потому что я думала об Абрахаме Линкольне тоже. Okay, вот. So, when we look at который sentences, there's actually two little sentences inside of them. Right? Yeah. And this is why, you can survive without который, but you have to just speak in really small, primitive sentences. Yeah? So, for example, find me the two sentences in this statement. Это американский президент, которого выстрелил Джон Уилкс Бут в театре. То есть первое предложение это американский президент, и второе предложение это он выстрелил Джон Уилкс Бут в театре. Его, Джон Уилкс Бут выстрелил его в театре. Вот. Так, очень хорошо. Потом следующее предложение. You go ahead and read that for me, and then tell me what are the two sentences. Это европейский город, в котором европейский город, в котором находится Эйфелева башня. То есть башня. Это европейский город, это первое предложение, да, и в котором находится Ефрелева башня. Ефрелева, То есть находится Да, и здесь находится Эйфелева башня. Да. Да, окей, очень хорошо. So there's our two sentences, and we can see how которым combines the two. And in just a second, we're going to show how do we know which version of который to use. So I'll break that down. Третье предложение прочитай и определи вот два предложения в нем. Я люблю читать про войну, на которой Америка воевала против Англии. То есть первое предложение это я люблю читать про войну. Все. И второе предложение это или особенно когда Америка воевала против Англии. И, кстати, это какая война? Революция. Революционная война. Да, очень хорошо. Окей, вот, теперь, как же знать, какую форму использовать в этих предложениях? Okay, so we need to figure out the gender, and we need to figure out what case который needs to be in. So in order to do that, you look at the first sentence. That tells us the gender, or like the числа, like is it singular, is it plural? Yeah. And then you look at the second sentence to determine what case you need. Yeah? Okay, so, например, это мой друг. Друг, это какого рода? Мужчин. Мужского. Мужского. Очень хорошо. So we're working with a masculine here. Now, but we're like, okay, what case do we need to put it into? Look at the second part of the sentence. Он любит русский язык, то есть это nominative.
It's the nominative. He's the Который person любит doing родителей. the loving. He's the Yeah. person doing the loving. So который doesn't need to change. But let's look at this second sentence. Вот шоколад, без которого я не могу жить. Okay? Шоколад какого рода? Это nominative. Или neutral, or как? Well, in this particular case, yeah, it's not neutral. Это Шоколад is мужского. мужского рода. Да. It's a he. Ага. Now, без. I want you to notice that if there's a preposition in there, it goes before the который. Okay, so без then forces what case? Родительный падеж. Родительный падеж, genitive. And we're going to take шоколад and think, okay, so that's a masculine case. So we need to put который into a masculine masculine genitive adjective, which gets us that ovo ending. Которого. So который behaves like an adjective, and you just put it into whatever case it needs based on the second part of the sentence, and you use the gender from the first. It takes the place of the chocolate, right? Of the chocolate. It takes the place in there. Yeah, so we're referring to the chocolate as the thing we can't live without. Yeah? Okay, so now with that concept, let's go back and dissect these sentences. So you're going to find the key word in the first sentence that tells us our gender, and then the key moment in the second part of the sentence that tells us what case we need. То есть первое слово это президент, это мужского. И второе предложение это которого, то есть Джон Вилкс будет делать что-то к Аврааму или к президенту, то есть это кого-чего которого. Да, он выстрелил его. Кого. Да, очень хорошо. And so, because as we learned in our accusative, if it's a masculine animate, which yes, Abraham Lincoln was, then it's going to behave just like a genitive. So that's why we get которого and not которую. Now, if he shot a woman of some sort, then it would be которую. Yeah, because it'd be It's the authentic accusative, right? Yeah, the authentic accusative of female, yeah. Очень хорошо. Следующее предложение. То есть это европейский город. Город это первое слово, надо знать, это мужского. В котором, значит, в этом городе, да, в этом городе находится, то есть в котором. Ключевое слово это в. We see that в, and we're like, okay, wow, prepositional case, because we're talking about location of something. В называется предлоги, да, предлог? Предлог. Предлог. В котором находится Эйфелева башня. Следующий. Я люблю читать про войну, на которой Америка воевала против Англии. То есть война, на самом деле, это слово надо знать, да? So we don't care what gender or what case the word is in the first part of the sentence. We don't care. All we care about is the original gender of it. Yeah. No, на которой это that's your that's your hint, right? На. But it's на которой meaning accusative, right? Нет. That's prepositional case. Because you fight in a war, not to a war. Oh, that's right. Yep, you fight. And in this case, it's an event. Unfortunately, it's an unfortunate event. So you fight on a war. Yes, that's right. So that would be the prepositional case of который. Хорошо. Okay, so one of the things I love to have students, in Old English, in old fancy English, have you ever heard people say you were an English major, right? So have you ever heard you're not supposed to end sentences with prepositions? Yeah. Right? So for example, there's this famous moment from Winston Churchill. He was writing some essay and his editor made it sound so stupid because he was trying to not have him end in prepositions. And so Winston Churchill responded, ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put. So we don't talk like that in English. And this is why который is so difficult for English speakers, because if you were to say with which, for whom, like that sounds so weird in English. Nobody talks like that. Yeah. But actually, in order to understand how to formulate your который sentences, you actually need to speak like this. And feel free to do it with a stuffy British accent if you want to. Okay, so let's practice translating these sentences using fancy English so we can really see why we put the prepositions where we did and so on. Okay, so go ahead and translate these sentences. Read them for me and then do it with a fancy English stuffy accent. Читай по-русски? Сначала по-русски, потом переведи. И все. 10 вещей, для которых ты уже слишком старая. То есть 10 things for which you are too old.
Да, очень хорошо. I had a class one year at the University of Utah where the students, we all were laughing so hard because they were saying, you have to say the word which for which. Yeah. For 10 which. things for which you For are which. too old. Да, очень хорошо. Окей, вот. Номер 2. В китайском городе Цибо прогремел взрыв в результате которого погиб 1 человек и 9 пострадали. О, это будет трудно. Fancy Yeah. English. So hot dog in this Chinese city called Xiba, прогремел взрыв. So what is that? Like громко. It comes from the word for like, a boom, like a bomb thundered. Oh, okay. So like a bomb went off or a bomb thundered, like the result of the bomb, and the results of which. The result of which, right? The result of which killed 1 person and injured 9. Да, очень хорошо. Вот. The result of which. Очень хорошо. Окей, номер 3. Задачка для детей, с которой не могут справиться взрослые. Да. Задачка для детей. Задачка mean like an assignment or like the A riddle in this case. A riddle for kids with which they might not adults can't. That adults can't understand with age? Yeah, справиться. So взрослый means adult, and справиться means like can't handle. Oh, that adults can't handle. Okay. They can't figure it out. Так, номер 4. Сегодня за завтраком я встретил девушку, которую любил много лет назад. So this morning before breakfast, I met with a woman whom I loved. Oh, fancy English. That is a very fancy English. Очень хорошо. Так, очень хорошо. So that fancy English, if you got to say it in fancy English. You can't end a sentence in a preposition if you're getting ready to translate it into Russian. Because that is actually super helpful. Yeah, right? Seriously, the fancy English. With which? For whom, right? Like nobody talks like that. But if you go from fancy English, который makes a lot more sense. Okay, хорошо. So here we go. So I'm giving you 2 primitive sentences. Remember, we're talking about the levels when you're getting ready for the OPI. Yeah. This is how somebody an intermediate low would speak, maybe advanced or novice high. And we want to take that up a notch using the word который, because really at intermediate mid, intermediate high, you should totally be able to speak with который. So these are at novice high levels. Let's take them up using который. Take yourself up into the intermediate level. Я купила книгу, которую мне очень нравится. Okay. When you like something using нравится, which case does it get? The thing that you like is the subject of the sentence. I'm going to say it's accusative. Nope. It's the subject of the sentence. Oh, so it's just nominative. Oh, I knew that. Nominative. Yeah, so it's которая мне очень нравится. Которая. Я купила книгу, которая мне очень нравится. Now, if you love it, then you switch over to accusative. Да. But the thing you like gets a nominative case. Okay, номер 2. Сегодня нет студента, я должен дать ему деньги. So, сегодня нет студента, которому я должен дать деньги. Супер, молодец, очень хорошо. Которому должен дать ему деньги. Obviously, we don't need the ему if we have которому in there. Yeah. Okay, номер 3. Я познакомлю тебя с подругой, я жила с ней. То есть я познакомлю тебя с подругой, с которой я жила. Да, with whom, with which I lived. Okay, номер 5. Это мой самый любимый город, я жил в нем. Это мой самый любимый город, в котором я жил. Молодец, очень хорошо. Это мой самый любимый город, в котором я жил. And in fact, this was inspired by our speaking lesson where you couldn't say this, right? You're like, you wanted to be able to tell me your favorite city in Siberia that you lived in. And so tell me that. Где твой самый любимый город на самом деле, в Сибири? Красноярск мой самый любимый город, в котором я жил. Молодец, очень хорошо. Все. Если есть зрители из Красноярска,
оставьте комментарий, скажите или привет, большой привет из Красноярска. Окей, Да. номер 5. Существуют разные причины. Люди не хотят детей по разным причинам. Oh my goodness. This is going to come in so handy when you're trying to get yourself up to the superior, advanced high level, Детей по разным. Oh my because you're goodness. going to need to make an argument of like, people do whatever for the following reasons. I don't know. Существуют разные причины. That's ready to go. That's And ready to then go. You don't need to change anything there. Люди не хотят детей по разным. По которым По которым люди не хотят детей. детей. Все. Yeah, okay. So Yeah, that was there are various reasons by which people which. don't want kids. Yes. Right? Yes. Uh-huh. That's where I get caught up on Который is things like that when you're anyway. When it's big sentences to begin with. Yes. Just you wait. I've got some big sentences in here for you. Okay. Хорошо. Номер 6. Я говорил с родителями одного студента, его не было на занятии сегодня. То есть я говорил с родителями одного студента, которого не было на занятии сегодня. Очень хорошо. Которого не было на занятии сегодня. Очень. The absence of him, right? There was none of him today in the lesson. Да, очень хорошо. Молодец. Okay, now it's going to get more painful. Here we go. Давай. Okay, so I'm going to do the thing where I let you make mistakes and then we correct them. Okay. I decided to become a teacher thanks to a teacher that I had. Oh, wow. You took this right out of my book. I did. This is all the stuff you're going to need to talk about things. Хорошо. Я решил быть учителем, потому что благодаря учителю, которому был позитивным влиянием в моем жизни. My goodness, that was... Okay, why did he get dative case? What did you do to him that made him suddenly need dative case? Yeah, I actually don't think that's right. So I'm going to say that. So it's definitely я решил быть учителем благодарю учителю. And then that I had no, it wouldn't just be Который because I didn't do anything to him. Который появился хорошо к мне в своей жизни. So what was that word for to positively influence? Влиять. Влияться. То есть он влиялся. Влиял. Беся. Влиял. Он влиял хорошо в своей жизни. So who did the influencing? Он. So he's what case? Который. Да. Правильно. Я решил стать учителем благодаря одному учителю, который оказал или оказывал очень положительное, хорошее влияние на мою жизнь. So he's the one doing the influencing. So he got nominative case. So that was easy. Okay, номер 2. Do I need to finish the sentence too? Like come up with the second half or? No, I mean, который оказывал положительное влияние на мою жизнь. Okay, so the second sentence then, первая тема мы будем говорить сегодня. You just skipped который. You just talked like a caveman. Который. Тема, да? Это. You don't talk with a theme. So you talk about a theme. Который. Который. Первая тема. And also, since you need to know punctuation for your writing test that you're going to do for your application, commas always come before your который phrase. Nice. Okay, so keep that in mind. О которой мы будем говорить, и мы поговорим сегодня. О которой мы будем говорить. Так, очень хорошо. Номер 3. Я хочу говорить о человеке, без которого я не могу жить, который я люблю, которого или которую
я люблю сильно. Очень хорошо. То есть я хотел бы, I would like to speak, говорить о человеке, Без, которого, yeah. because человек is still a masculine, которого, oh, wait, so one more time. О человеке without whom I couldn't live. Yeah, без которого Без которого я я не не мог, мог. я Я не не мог, мог. я не мог жить. Я не мог бы жить. God, those boys, those are the... And then what comes next? A person I love deeply. Которого я люблю сильно. Человек, которого я люблю. Да. Now, if we were to change all of this to be about a girl, then that's where we would get которую. Yeah, so Без которой, девушка, которую я люблю. if it's a, yeah, you just said девушка, right? Человек is always going to be And we masculine. still treat it as a masculine. Yeah, okay. But if you're actually talking about like a девушка or a женщина, then you would say it. That's where, yeah, okay. rephrase it about a girl. So я хотел бы говорить о девушке, без которой я не мог бы жить, девушка, которую я очень люблю. Да, сильно люблю, глубоко люблю. Очень хорошо. Окей, номер 4, это будет трудно. Children grow up in poor families have fewer opportunities than children who grow up in richer families. Так, дети, которые вырастут или вырастят в бедным семьям, в бедных семьях. Oh, crap. What? We have a have. So we got to start over at the beginning of the sentence. Oh, darn. Because we have to say by the children. Like we have to start the having at the, or like, you know what? No. Just do imet. Go ahead and say imet. I'll give you permission. Хорошо. Дети, которые растут в бедных семьях, имеют меньше возможностей, чем дети, которые растут в богатых семьях. Так. Вот, да. Чем дети, которые выросли или растут в более богатых семьях. Так, очень хорошо. Okay, so now use some version, and this is everybody's homework for the comments below. I'm gonna leave everybody comments because leave everybody homework because it'll be fun to see people's comments, how everybody decides to finish these sentences. Okay, so using some form of который, finish these sentences for me. Не говорите с девушками, с которыми я уже говорил. Окей, хорошо, такой ревнивый, да, с которыми я уже говорил. Все, очень хорошо, окей? Единственная проблема, this is really great for advanced level speaking. Единственная проблема, в котором, о котором... No. What's the gender of проблема? Единственная проблема, о которой я хочу говорить сегодня, о которой... О которой... Keep going. Я хочу говорить сегодня, находится в... Заключается в американской политике. Да? Вот. Окей, хорошо. Номер 3. Я никогда не покупаю продукты. Я никогда не покупаю продукты, без которого... Wait. Okay, let's figure out the... Yeah, okay, because it's продукты, so it's без которых, да? Nope. Oh, yeah, без которых. Я никогда не покупаю продукты, без которых...
without. Yeah, where are you going with this? Yeah, no. Think about it. What kind of, in real life, what kind of groceries do you just not buy? Yan kanina pakupayo produkti sa которыми I eat everything. Every food I eat. Хорошо. Например, я никогда не покупаю продукты, которые были Из мяса. произведены в Китае. Okay. Произведены, like manufactured or something like that. Right? Okay. Которые, да, вот, которыми торговали на черном рынке, например. That were traded on the black market. Например. Okay, this will be fun to see people's comments down below. Let's see how creative people are. Номер 4. Не верьте людям. Не верьте людям. Let me think here. Например, я скажу. Okay. Не верьте людям, которые всегда заявляют или объявляют, что они знают все. Okay. Не верьте людям, которые говорят, что они эксперты, что они знают все обо всем. Не верьте таким людям. Не верьте людям, которые не хотят помогать друг другу. О, очень хорошо. Вот это очень хороший совет, кстати. Которые не хотят помогать друг другу. By the way, having to come up with these kinds of things off the top of your head, great practice for the OPI. Yeah, seriously. You're gonna have to have opinions about things. Like you're gonna have to have opinions about more than what you just want to eat or wear that day. Like you're gonna have some opinions. Yeah. Okay? Номер 5. Мой самая любимая... Опечатка. I gotta correct that so people don't go crazy in the comments. Моя самая любимая еда... моя самая любимая еда... I was going to say, с которой имеет мороженое. Is that like, can you say that? Like my favorite food with which has Моя ice cream? самая любимая еда – это любая еда, с которой... С которой... Just add in a little something in there. Yeah, с которой... Любая еда, с которой можно есть мороженое. Да. Очень хорошо. Okay, so that's all for this lesson. This was a little mini lesson. Leave your comments below. Do this homework. Домашнее задание. Носители, если вы русские, нам всем будет очень интересно, как вы ответите на эти вопросы. Помогите всем изучающим русский язык, как иностранный. Нам всегда весело с вами общаться. Хорошо, это все. Пожалуйста, оставьте комментарии, пожалуйста, одобряйте Илью. Он очень упорно учится у меня, и у него скоро будет устный экзамен на следующей неделе. То есть ему очень нужны ваши добрые комментарии. Хорошо, это все. До свидания.